Значит, абдоминальный массаж в эстетическом понимании, да, мы опять же будем работать через брюшину. Если к вам пришел клиент, у него ни шрамов, ни рубцов, там ничего нет, то в любом случае все равно мы чуть-чуть подрастянули, да, уже сделали хорошо. Дальше у нас 4 точки, которые мы будем с вами отрабатывать. Это правое подреберье, да, там, где у нас печень. Посмотрите, на печени, ну, вернее, печень, она связочками крепится к остальным органам. Вот, в частности, у нее вот такая связочка здесь есть, да, и есть связочка, которая раньше была сосудом, круглая связка печени, а потом она стала просто связкой. Когда у мамы ребеночек в животике, он питается через вот эту связочку, которая сосудиком была раньше, да? А сейчас вот она такая, эта связочка, соединительно-тканная. И эти связки, они тоже могут быть в дисбалансе. Мы их будем чуть-чуть как бы подрастягивать и балансировать. Значит, с правой стороны, когда мы с вами освободили подреберье с одной стороны, с другой стороны мы можем потянуть фасцию. Я стою обычно по вектору наискосок. Это важно, как вы стоите. Если я буду с правым подреберьем работать, я встану вот сюда. Ну, так правильно будет. То есть я встала наискосок, зачерпнула в подреберье ткань, немножко ее отслоила, как бы, да, вот чуть-чуть. Зашла туда, черпанула, оттянула на пупок корпусом и потащила. С одной стороны сделали, да? Затем можно, если есть возможность, перейти и сделать с другой стороны. Если не получается, ну, допустим, или не хочется вам ходить, вы можете то же самое сделать, вывести вектор, то есть встать, но ручку так вот изогнуть, чтобы опять же работать корпусом. Ну и давайте я встану, наверное, лучше с другой стороны, вам будет лучше видно. Опять я чуть-чуть отслоила, черпанула и на пупок. Потому что пуп – это центр, и все органы должны собираться туда, они должны туда центрироваться. Оттянула. Вот этого движения, скольжения нет по тканям. То есть мы с одной стороны, если неудобно, если не хочется, да, можно это сделать и вот так. То есть у нас одна сторона, затем отслоили, вторую сторону собрали. Когда мы тянем за брюшину, то очень часто начинают урчать, журчать, потому что эта фасциальная работа, она дает, как организм начинает с вами разговаривать. Дальше у нас правая подвздошная область, там, где толстый и тонкий кишечник встречаются. Опять же мы отслоили, либо вот таким вот образом оттянули вверх, да, ну, наискосок к пупку. Либо это можно сделать, если худенькая девочка, то и пальчиками, по большому счету. Зашли и оттянули. Не больно? И левая подвздошная область. Также отслоили, зачерпнули. То есть мы собрали в кучу весь животик. Корпусом все это сделали. Затем пупок. И если вот так присмотреться, то можно увидеть, что вокруг пупка как бы вот такой вот кружочек. Это там, где у нас находится тонкий кишечник. Да? А по бокам рамочка, где находится толстый кишечник. И наша задача немножко навести там, ну, дать жизни, да, дать движение. Я сепарирую толстый от тонкого кишечника, то есть по границе приблизительно туда, куда пальчики вот они будут погружаться. Мы заходим. Рыбкой, да, прием называется рыбка, потому что как вот плавничками внутрь, в глубину, насколько пускает. Опять же, все это мы делаем корпусом. Вот мы зашли туда и начинаем отталкивать, также не спеша, в одну сторону. Оттолкнули и подождали, да, дождались тянущегося вот этого движения. А потом собрали пупок к центру. Не пупок, а тонкий кишечник. Тоже подождали. Еще оттолкнули. Ух. Под руками прям кишочки.
И то же самое сделали с другой стороны. Лучше, конечно, с противоположной работать, да, для того, чтобы было удобнее работать корпусом. Но если вы чувствуете, если вы зашли вот между кишочками, между петельками, то, в принципе, можно и так. Вот я оттолкнула в одну сторону и в другую сторону. И немножечко там водичку пустила, да. После такого массажа очень хорошо уходит животик, вот на фото это видно. Он подтягивается, и водичка уходит из него. Несмотря на то, что мы ничего не мяли, не выжимали, как обычно антицеллюлитный массаж, оно само там начинаются все процессы, особенно если мы отработали диафрагму. И чуть-чуть порасковыривали все это дело. Как я вам уже говорила, с левой стороны у нас есть сигмовидная кишка. И если она пальпируется вот таким вот карандашиком, это говорит о том, что она забита, да, и что у человека со стулом не очень все хорошо. То есть пропальпируйте друг друга, посмотрите, у кого карандашики есть. Да. Особенно если печень, да, желчный пузырь продренажить, да, хорошо его потрясти, продавить, то прям желчь пойдет, да. Угу. Вот, и в принципе, да. И затем мы все это в кучку собираем. То есть у нас такой небольшой абдоминальный массаж. Его можно делать прям полсеанса, если потихоньку, не спеша. Взяли, приподняли, сначала против часовой стрелки повернули фасциально всю брюшину, весь висцеральный мешок. И можно перехватиться и закрутить по часовой стрелке, запустить работу желудочно-кишечного тракта. И опять же фасциально его прям развернуть практически. Вот. Не больно это? Здесь же у нас пояснично-подвздошная мышца, и в принципе иногда она болезненная, если у человека есть гиперлордоз, вот такой. Не больно тут? Нет, то есть чуть-чуть. можно еще и мышцу поработать, ножки вот так мы делаем, уронили ножки, и тогда мы можем пояснично-подвздошную мышцу потрогать, прям именно мышцу, и фасциально ее порастягивать. То есть встали на дно таза практически. И вот таким вот образом ее растянули. Нормально? Растянули, в смысле, вот так в сторону? Да, по тазу прям разложили. Да? То есть вот я встала пальчиками, сейчас покажу, потому что худенькая у меня, стройненькая девочка. И вот так вот мы ее хорошенечко отрабатываем. И то же самое делаем с другой стороны. Да? То есть уронили на скруточке и зашли вовнутрь, в таз. И там внутри, в тазу. Не больно? Нет, я просто не пойму, как вы там делаете. Зашла по самому дну, да, то есть вот косточка вот туда залезла, и начинаю на дне растягивать. А вы растягиваете между собой? Нет, вот так. От таза как бы оттягивать. Ну, так и загребающим движением. Вот. В принципе, наверное, все, что я вам хотела показать с животиком. То есть, когда мы сепарируем толстый и тонкий кишечник, желательно это прям вот подольше, да, поделать, чтобы водичка, вы будете слышать, как урчит, журчит там чего-то. Ну, в принципе, все.